Странная Барби из фильма поступила в продажу? Пулип и Блайс триумфально возвращаются в дайджест? Дисней захватывает кукольную индустрию? Эти и многие другие новости в новом выпуске кукольного дайджеста. Всем привет! Начинаем с шок-контента. Я не знаю, как так получилось, но Пулип выпали из дайджеста почти на год. Так что начинаем наверстывать упущенное с ноября 2022 года. Тогда была выпущена Пулип Комет в сотрудничестве с японским брендом одежды. Кукла с нежно-розовым каре, а образ вдохновлен одеждой бренда Хазама. Кстати, каблуки вызвали монструозные ассоциации. Вторая ноябрьская Пулип – готическая кукла, которая вышла тоже в сотрудничестве с японским брендом одежды. Мне нравятся ее волосы цвета пепельный блонд и черепок в рюшах, который идет в комплекте и дополняет композицию. А еще чувствуется, что на дворе холодный ноябрь, так как в комплекте есть пальто и шапочка. Ну а в декабре вышла уже вторая кукла Пулип, вдохновленная вселенной персонажей Сумико Гураши. Милашку зовут Тапиока в честь шариков тапиоки из Bubble Tea, но сама она и ее питомец больше похожи на другого персонажа, который представляет собой жареную во фритюре креветку с красным хвостиком в виде бантика. Вторая декабрьская кукла снова готическая с длинным именем – Мана Элегант Готик Лолита. По классике это сотрудничество с японским брендом. Из необычного у куклы макияж в синих тонах с темно-синей помадой, еще и в сочетании с полупрозрачной голубой радужкой, которая вживую смотрится очень необычно из-за неоднородного фона. И вот наступает 2023 год, и первая январская Пулип Share Bear крадет мое сердечко. Она выпущена в честь 40-летнего юбилея бренда плюшевых мишек Care Bears. Ее образ выполнен в пастельных тонах, а берет можно заменить на ободок с ушками. И отдельно хочу отметить ее милое лицо с веснушками. Вторая кукла января совсем другая. Это черная кошка по имени Чет Нуар. Это сотрудничество с японским брендом одежды Метаморфоз. Мне нравятся ее черные ушки и сочетание цветов в образе. Золотой, болотно-зеленый и черный. Ну а теперь возвращаемся к Пулип. Точнее, в феврале вышел ее парень Таянг Юли. Эта кукла вышла под креаторским лейблом, то есть в ее создании принимали участие дизайнеры из кукольного комьюнити. Тем временем Пулип февраля – настоящая мультяшка, выполненная в сотрудничестве с иллюстратором. Она очень неформальная, яркая, но больше всего цепляет необычный макияж и глазки с молниями. Ну а в марте была выпущена очередная Пулип Куроми, и, если честно, в этой милашке очень сложно ее узнать, потому что ранее куклы по этому персонажу были темными. Ну а здесь темные только волосы и глаза с черепками. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Далее еще одна Пулип, выпущенная в сотрудничестве с иллюстратором, но здесь совсем другой стиль. Это прямо-таки классическая куколка Пулип с бантиком на голове и с природными иллюстрациями на платье. Также в марте вышла очень озорная Пулип Ями в сотрудничестве с брендом одежды. Под ее кимоно прячется довольно неформальный лук, и в комплекте также неформальный плюшевый котик. В апреле в этой серии также вышел Исул. Это обиженный мальчик с яркими красными волосами и тоже с плюшевым монстриком в комплекте. И еще одна новинка апреля – это кукла Алиса, выпущенная в сотрудничестве с брендом платьев Innocent World. Образ Алисы вполне узнаваем, хотя она необычная по внешности – шатенка с карими глазами. Ну а теперь май. Май, ребята, мы уже близко к текущему моменту. И в этом месяце вышла очень милая кукла Пулип Морячка Такседа Сэм, посвященная пингвину из вселенной Санрио. Мне очень нравится ее цветовая гамма, особенно двухцветные волосы, в ее глазах блестящая радужка и бантики на веках. В свою очередь Пулип Муна вышла в сотрудничестве с брендом корсетов. Она такая воздушная и трогательная. Точно понравится любителям Пулип в нежных образах. А еще в мае вышла вторая Пулип по манге Sugar Sugar Run по имени Ванила Мью. Она напоминает мне милого ангелочка с этими короткими светлыми кудряшками. При этом она ведьмочка с метлой и с мышкой по имени Бланка. Пулип июня Лима Даян вышла в честь 40-летнего юбилея книги про кота по имени Даян. Эта кукла в стиле стимпанк – олицетворение этого кота-путешественника. В свою очередь в июле вышел очень необычный Таянг Имай Хисаши, и у него нарисованы морщинки под глазами. Он в образе популярного японского музыканта и гитариста из рок-группы Бактик, и образ взят с его выступления в 2021 году. Следующая Пулип посвящена 20-летнему юбилею бренда, и данная кукла выпущена в сотрудничестве с дизайнером, который занимается созданием костюмов для айдолов. Это кукла по имени Эмма с пыльно-розовыми волосами и в праздничной короне. Но лично меня покорила другая новинка июля, и это Пулип Пеко Лавели Милки. Ее образ посвящен популярной японской конфете, и она сама как будто является девочкой с логотипа этого бренда. Ее зрачки в форме цветов, а на веках название
название бренда. Ну а в августе выйдет еще милая Пулип, на этот раз в образе Мишки Рилакума. Это очень уютная кукла в осенних тонах, и мне очень нравится ее прическа и лицо с маленькими мишками в глазах. Также в августе ожидается выход куклы Пулип Пипифилия в сотрудничестве с брендом, который выпускает одежду в стиле сладкая лолита. Кукла очень нежная и ассоциируется у меня со сладкой ватой. А еще у нее чарующие блестящие глазки со звездочками. И, наконец, самый свежак. В сентябре выйдет очень красивая кукла Пулип Роужен в сотрудничестве с японским брендом одежды в стиле ретро. Куколка с чемоданом, вероятно, отправляется в Париж. Сдержанный стильный образ дополняют красная помада и берет. В свою очередь, Пулип Эдельстайн – это кукла, которая выйдет под эгидой бренда одежды в готическом стиле. В цилиндре и в больших очках она выглядит очень мило, а еще мне нравится голубой подтон в ее волосах. И еще одна сентябрьская и финальная новинка Пулип на сегодня – это классическая кукла, вышедшая в сотрудничестве с брендом Victorian Maiden. На ней очень красивая шляпа капор и в комплекте с ней зонтик, который реально открывается и закрывается. Ну что, кто смог посчитать, сколько кукол было в этой новости? Оставляйте минуту и секунду на вашу фаворитку или фаворита, если это Исул или Таянг. У Барби Марго Робби в ярком образе на роликах появились очень красивые промо-фото. Ее улыбка смотрится органично в этом образе, или мы просто к ней привыкли. Ну а на роликах указан бренд Impala, и именно этот бренд выпускает такие же ролики для людей. Кстати, напишите в комментариях, какая Барби по фильму ваша любимая. Мне кажется, это покорит многих. Еще и по цене должна быть доступной, так как продается в маленькой коробке. Также появились промо-фото Кена на роликах, Барби в розовом комбинезоне, Кена-ковбоя, который будет очень классно смотреться в компании с Барби-ковбойшей, и новинка – дерзкий Кен в шубе. Тот самый Кен, который вернулся из мира людей другим человеком. Кукла однозначно классная, но, опять же, в этом образе хотелось бы увидеть ее с молдом Гослинга и не с такой широкой улыбкой. Кстати, по слухам, этот красавчик будет продаваться по цене $75. Ну а между тем на сайте Mattel Creations стартовал предзаказ Weird Barbie по цене $50, и заказать ее можно до 18 августа. Ну а отгрузку стоит ожидать только в мае 2024 года. То есть выпустят их столько, сколько закажут. Но в любом случае это лучше, чем безумный выкуп за пару минут. Что касается самой Барби, она получилась забавной, похожей на прототип, правда счастливее. Видимо, не до конца еще осознала, что с ней сотворили. Для нее использовали молд Карнавал, а рисунки на лице и короткие волосы вполне себе похожи на творчество трехлетки. Кстати, тело куклы, в отличие от Барби Марго Робби, с повышенной артикуляцией. Странно, что еще не показали коробку. Видимо, сами еще не решили, какой она будет. Ну что, как вам странная Барби? Мне кажется, мне не обойтись без нее в моей коллекции странностей. Блайс тоже давно не было в выпусках, и мы с вами остановились на спойлерах куклы Нео Блайс «Голубой кролик». Теперь мы можем посмотреть на нее во всей ее цветочно-природной красоте. С куклы можно снять сарафан, и нижнее платье тоже будет вполне самодостаточным. Далее вышла кукла Нео Блайс Джуно Эстрелла в честь 21-го дня рождения бренда. Это очень элегантная кукла в звездной диадеме, а во втором образе она в лиственном веночке. И все же я понимаю, что меня смущают куклы Блайс без челки из-за отсутствия бровей. А вас? Вот как раз следующая кукла Нео Блайс с челкой и с очень красивым розовым цветом волос. И это Нео Блайс под названием «Милый уголок Катерины». Образ в нежных тонах, многослойный, с рюшами, кружевом и в комплекте сумка в форме сердца. Следующая новинка осенняя и очень уютная. Это кукла Нео Блайс Suri Sustainable. На ней шапочка и жилет, и по легенде все это она связала сама. Далее Нео Блайс типичное путешествие. Ну что за серьезная маленькая путешественница? Образ под пальто тоже очень атмосферный и изысканный. Вместе с сестрой Мэри их ждет путешествие на поезде. Ее сестра выпускалась в феврале 2022 года. Ну а в свою очередь в апреле 2023 года вышла Нео Блайс Fighting Milk Саранхэ. Это настоящая девочка-сердечко. На ее голове бантик из волос, который закрепляется как заколка, то есть его можно снять и сменить образ. Ну а мое сердечко Саранхэ сегодня улетает бустером Ириски СПБ и Диса. И я напоминаю, что на бусте сейчас разыгрываются куклы Low Sunshine, которые могут менять цвет на солнце. Ну а следующая Нео Блайс тоже солнечная, майская, и это кукла под названием Городская фея. Она носит цветочный стильный тренч с изображением фей, а под ним у нее красивое зеленое платье. Ну а июньская Нео Блайс по имени Бренда делает любой день экстраординарным. Да, в этом видео она просто пошла за покупками, за свиными отбивными и хлебом. Образ очень красивый. И для ее шляпы в коробке подготовлено отдельное место. И мы с вами подобрались к июлю и к 22-му дню рождения бренда Блайс. В честь этого выпущена кукла Нео Блайс
Аурелла амфитрита. Согласно легенде, она обитает на дне океана и любит танцевать с медузами. Ну а у сентябрьской куклы Нео Блайс пока что есть только интригующие арты. И эта милая леди работает медсестрой сострадания. Компания Mattel в сотрудничестве с Disney представила коллекционную серию кукол под названием Radiance Collection. В ней выйдут Жасмин, Белль и Аврора по цене $75 за куклу. И первой в продажу на сайте Mattel Creations поступит кукла Белль 18 августа. Кукла симпатичная, но, если честно, я не вижу в ней коллекционность на $75. И крупные пришитые стразы только удешевляют образ. Поклонники красавицы, я жду ваше мнение. Кстати, изначально был слух, что 18 августа компания Mattel выпустит куклу Ариэль в честь 100-летнего юбилея Disney. Этот слух не оправдался, но кукла мне очень понравилась, особенно личико. В свою очередь, другие юбилейные куклы от Mattel, Золушка и Тиана, уже поступили в продажу по цене $45. Если честно, с первого взгляда мне понравились их воздушные образы, особенно образ Тианы, и еще у них очень красивые лица. Но потом я присмотрелась, и у Золушки не хватает чокера, не хватает перчаток, у обеих кукол не обработаны края на одежде и ограниченная артикуляция. Качественные промо-фото также появились у новых кукол от компании Disney Store, которых мы уже упоминали в прошлом выпуске. Эта серия кукол называется Disney Story, и куклы в ней продаются по $29.99. Коробка каждой куклы выглядит очень красиво и представляет с ней единую композицию. В комплекте много аксессуаров, одежда, животные. А еще каждая коробка таит в себе разворот с играми и раскраской. К слову, кукол в этой серии так много, что мне даже сложно показать вам всех. Поэтому лучше заходите на сайт Shop Disney и рассматривайте. И еще 27 августа, в честь 100-летнего юбилея Disney, бренд Mini Brands выпустит новую коллекцию фигурок. Она будет необычной и лимитированной. В ней выйдут более 50 платиновых фигурок Disney. И у Эльзы, между прочим, самый высокий люксовый уровень редкости. У эксклюзивной куклы Флиты Pixlings появилась промо-фото. И меня удивила ее прическа, потому что на ранних фотографиях мне казалось, что у нее высокая прическа и все волосы убраны. Причем на живых фотографиях этой куклы прическа тоже выглядит по-разному. Видите розовые прядки с передней стороны? Мне больше нравится, когда они убраны, как на этой фотографии. Но еще больше меня покорила эксклюзивная зимняя кукла Зайка Винтер. Кажется, она нужна мне в коллекцию. А еще меня подкупает мини-формат. Мне кажется, вживую эти куклы очень тискательные и милые. У летних и ярких Барби Pop Reveal появились качественные промо-фото. И если честно, я ожидала, что после распаковки стакан можно использовать для напитков, но все-таки есть сомнение, что он сделан из пищевого пластика. Дело в том, что в его крышке лизун, и когда вставляешь трубочку, лизун просачивается в стакан, обволакивает его стенки, а коробочки из-под сюрпризов имитируют в этом стакане кусочки льда. Все это как-то странно. Что делать со стаканом после этих манипуляций? И главное, чтобы дети не решили выпить или попробовать этот лизун на вкус, потому что все-таки он имитирует какой-то сладкий напиток. Хотя, судя по картинке на упаковке, за аромат в этом наборе отвечает питомец, который идет в комплекте. Ну и, конечно, по традиции образ куклы меняется от прикосновения льда. У кукол нет шарниров в кистях, но есть шарниры в локтях, а в коленях и вовсе двойные шарниры. В официальном аккаунте Bratz появился некий анонс с отметкой дизайнера Мова Лола. То есть, скорее всего, выйдет вторая волна кукол в сотрудничестве с этим брендом. В свою очередь, у фигурок Bratz Кайли Дженнер появились официальные промо-фото. В одной коробочке попадается одна кукла и один аксессуар. В том числе это может быть автомобиль или собака. Новая волна кукол Disney Ali Forever поступила в продажу по цене $29.99. И, соответственно, появились качественные промо-фото, где можно рассмотреть все интересные и милые аксессуары, второй аутфит и, конечно, колечко для хозяйки куклы. Мне кажется, что вторая волна коллекции, несмотря на изменения, получилась очень удачной. И особенно мне нравится фанатка Бэмби и ее ухмылка. А вот с куклой-фанаткой Микки Мауса произошла интересная история. Появилось живое фото, и я вижу, что это не та фанатка Микки Мауса, какая-то новая. И эта серия называется Retro Reimagined. В комплекте очень милые аксессуары, рюкзачок, стаканчик. Ну а сами образы куклы, ее одежда мне больше понравились у первой фанатки Микки Мауса. А еще в ассортименте этого бренда вышли фэшн-пэки, вдохновленные аттракционами Диснейленда. И это Haunted Mansion, Mad
Tea Party. Причем в этом виде можно и на шляпосрывательную вечеринку Мэдди заскочить. Далее аттракцион Space Mountain и другие. В общем, фанатам Диснейленда точно понравится. А вообще вы заметили, то кукол выпускают в стиле аттракционов Диснейленда, то теперь куча фэшн-пэков. Компания Disney празднует свое столетие на полную катушку. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новостей из мира фэшн-кукол. Напишите в комментах, какая кукла из выпуска вам понравилась больше всего. Можете прям указать минуту и секунду. Спасибо бустерам за поддержку канала. Спасибо всем вам за ваши комментарии и лайки, которые подбадривают меня на поиск новых крутых новостей. И всем пока-пока!